Здравствуйте, мои дорогие ведьмочки, мои любимые, самые лучшие подписчики, которые есть на этом замечательном просторе YouTube у меня на канале. Я вас обожаю. Сегодня у нас будет замечательное гадание на Таро «Игра престолов». Это обалденная колода, вот совершенно обалденная, на такую тему «Кто хочет на вас жениться?» прямо сейчас. Когда вы смотрите это видео, кто, есть ли этот мужчина на этой земле, да, кто хочет жениться на вас, кто отдал бы вам свою собственную жизнь, кто посвятил бы себя вам, кто хочет с вами именно навсегда серьезных отношений, и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас, да, говорят. Вот кто бы сейчас хотел жениться на вас? Мы посмотрим на этой великолепной колоде. Она приехала ко мне из Великобритании. Я вам ее уже показывала. Это чисто британское издание. Вот такая вот у нас тут книжечка интересненькая. Вообще сундучок такой, да, вот очень мне нравится оформление, конечно. И наш железный трон, да, наши все вот эти вот штуки такие прикольные. «Игра престолов». Кто смотрел этот сериал, пишите, нравится ли вам колода. Кто не смотрел, ну тоже выразите свое мнение. Просто, допустим, какое у вас впечатление от того, как оформлена колода, даже если вы не смотрели сериал, она, в принципе, довольно-таки интересная, да, мистическая такая колода. Вы знаете, в сериале «Игра престолов» очень много магии. Вот, кстати, открыла белого ходока, да, король белых ходоков. Естественно, просто так таких существ не бывает. Да? У них яркие, ледяные, голубые глаза. А может быть, вот такими неоновыми глазами кто-то будет смотреть на вас с необычным цветом. Да? Вот сейчас будем рассуждать. Давайте посмотрим первые карты, в каком состоянии находится сейчас ваша личная жизнь, чтобы вы могли идентифицировать правильно, какую вы выбрали позицию, одну из 4. Да? Кто хочет на вас жениться? Вот у нас будет 4 позиции, и получается, что вы будете по первой карте мирно ориентироваться вот в каком состоянии, что происходит в вашей личной жизни. Вы же знаете, что происходит, да? Давайте сдвинем 3 раза. Те, кто начало смотрит, иногда получают подарок в виде послания от высших сил на дне колоды. Поэтому сдвигаем. Сегодня прям хочу 3 раза снять. Как будто бы вы пришли ко мне на кофе и на чай, да? И мы болтаем. А о чем мы тут болтаем? О 8 кубков мы болтаем. Вот смотрите, какая интересная карта, да? Здесь мы видим, что человек куда-то, ну вот как отправляется, да? Может быть, отправляется в поход, в какое-то заворота, и, соответственно, пошел искать или свое счастье, или свою судьбу. И вот, может быть, ваша судьба-то сейчас ищет вас, вы чье-то счастье, да? И это знак того, что ваше счастье однажды вас найдет, следы оставляет. Может быть, вы его по следам найдете. Итак, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. 4 позиции. А сейчас в каком состоянии ваша личная жизнь, да? По этой карте вы ориентируетесь. Правильно выбрали, неправильно. Поэтому начало каждой позиции лучше вам взять и посмотреть. Если вы посмотрите, вы будете точно знать, что выбрали правильно, неправильно. Так, вот наши 4 позиции. И давайте обозначать камушками. Первый у нас горный хрусталь. Так. Второй камень черный турмалин, камень колдуна. Третий камень дымчатый кварц.
И 4-й камень аметист. Вот эти все камни очень соответствуют нашему сериалу «Игра престолов». И, соответственно, также этому раскладу подходят. Да? 1-я, 2-я, 3-я, 4-я позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Кто же этот счастливчик? Кто хочет жениться на вас? Даже если вы замужем, мы же сейчас смотреть будем, в каком состоянии ваша личная жизнь, да? И у каждого будет своя история. Итак, наш горный хрусталь, вот такой красивый, он сверкает, да? Итак, ваша личная жизнь, в каком она состоянии сейчас? Ух ты, пух ты, 4 мечей. Здесь кто-то пытается воскресить свою личную жизнь, которая немножечко уснула. Или даже, может быть, совсем затихла. Вы знаете, эта карта, естественно, пассивности, но желание реабилитации. 4 мечей, она возникает, я уже сегодня об этом говорила, после 3 мечей. Соответственно, сначала, возможно, был какой-то удар. Сначала было такое тяжелое разочарование. Ты сначала придаешь человеку качества какие-то, да, влюбляешься, о нем у тебя лучшее мнение, чувство эйфории. И даже если ты с человеком живешь в браке, постепенно реальность приходит к тебе и переходит в 3 мечей в любом случае однажды, потому что ты убеждаешься, что у человека есть ведь и недостатки, мать честная, есть недостатки у людей. И, соответственно, ожидания и реальность, они не совпали. А ведь он козявки на подушку мажет, волосы в раковине оставляет. И даже бывает не смывает за собой. И представляете, наступает период кризиса. В итоге вы переходите в 3 мечей, страдаете, а потом неизбежно перейдете в 4, потому что вы успокоитесь, правильно? Когда вы успокоитесь, вы примете либо решение расторгнуть отношения, потому что все разочарование перекрыло, да, либо воскресить эти отношения, взять и, реабилитировать, там, сказать себе, я смиряюсь с этими недостатками, я все равно человека люблю, и тогда мы идем дальше. Либо, вот если вы расстались, потом будет такой момент, да, что я воскрешаю свою личную жизнь из периода полного застоя. То есть сначала я успокаиваюсь, да, расставшись, а потом воскрешаю, пытаюсь восстановить свою личную жизнь. Либо, если вы с человеком пришли еще пока в паре в эту 4 мечей, да, пройдя 3, то я пытаюсь воскресить эти отношения, несмотря на то, что было разочарование в человеке. То есть у каждого здесь свое. Но 4 мечей в этой колоде, именно в этой колоде, она показывает желание воскресить. Человек уже все того, а его пытаются поднять с помощью магии, понимаете? И, вы не можете не с помощью магии, конечно, хотите поднять свою личную жизнь и воскресить ее, но все равно пытаетесь, да? Не обязательно там что с помощью магии. Сегодня заметила у кота почему-то не видно глаз. Один глаз не видно. Ну-ка, давайте-ка я подвину. Прям мне как-то не очень. Тыква. Все, получилось? Отлично. Это мой перфекционист внутри кричал все это время. Причем даже порой матом. Так, кто этот человек? Кто хочет жениться на вас? Кто этот счастливый обладатель? Или еще не обладатель совершенно? Давайте смотреть. Давайте узнаем сейчас, кто это. Смотрите, это карта влюбленная. Вы представляете, влюбленные? Эта карта, не поверите, она очень часто показывает человека, который влюблен в вас, но взаимно. Поэтому вы что-то пытаетесь воскресить и все такое прочее. Но есть кто-то, с кем у вас есть взаимные чувства. Причем вы друг другу явно по сердцу.
Порой по этой карте бывает несколько такая запретная любовь, потому что здесь история есть, конечно, сериал, да, в сериале, если уж карты нарисовали, есть истории, и, соответственно, вот эта девушка, она из северного племени, а мужчина как раз-таки из ночного дозора. И у них возникла невероятная любовь. Но, конечно, было много препятствий, очень много. Вот как у любого, кто находится в карте влюбленные, есть испытания для любви. И вот у вас, да, любовь-то есть взаимная с кем-то, или, ну, человек, по крайней мере, очень вам подходит, кто женился бы на вас прямо сейчас. Но испытаний здесь может всяких препятствий для отношений быть очень много. Как описывает карта влюбленные человека? Ну, смотрите, знак Близнецы, знак зодиака Близнецы чаще всего, но это если знак зодиака угадывать, да, не факт. То есть мы здесь просто кого-то пытаемся рассказать о ком-то, да, давайте просто выложим несколько карт и уже больше поймем о человеке. Так, двойка кубков, вот смотрите, мистика, просто мистика. Вы не представляете, это вот влюбленные достать и следующую двойку кубков. У вас с кем-то невероятная любовь, просто невероятная. У вас с кем-то чувства взаимные. Вы кого-то любите, но взаимно он любит вас. Он хочет на вас жениться, этот мужчина. Он хочет жениться, потому что вы его любите, а он любит вас. Все, это 100%. Так, десяточка мечей. А ведь эта карта показывает, что вы могли расстаться с этим человеком, а? Вы где-то его потеряли? Все сошло на нет, все плохо. Четверка кубков. А вы как будто бы даже друг друга не замечаете. А может быть, есть кто-то еще. Вы знаете, эта карта, она показывает игнорирование, как будто бы один другому чувства не показывает или скорее их не имеет. И это не про вас с этим человеком. Есть какая-то помеха, есть кто-то, кто добивается либо вас, предлагая свои чувства, свой кубок с чувствами, а вы не берете, потому что вы чувствуете любовь к другому человеку, либо тому человеку, который готов на вас жениться и которого любите вы, а он любит вас, предлагают свой кубок. А он отказывается, потому что он любит вас. Но у вас с ним, скорее всего, в отношениях перерыв, пауза, обрыв, там, не знаю, у вас взаимные чувства с ним, да. Но у вас нет отношений, что ли? Как бы так выходит. И двойка кубков, и десятка мечей. Они показывают, что это могут быть разорванные отношения. Или ради этих отношений нужно разорвать что-то другое, порвать другие отношения совершенно. Но здесь человек очень дружелюбный, мягкий и приятный. Необычный, я бы сказала, неординарный такой, но честный защитник и благородный человек. Вот тот, кого вы любите, и кто хочет на вас жениться, он тоже любит вас. Интересная такая история, да? Что же там за мексиканские или бразильские страсти кипят в вашей жизни? Очень интересно. Напишите, напишите, потому что вы точно знаете, о ком я говорю здесь. 100%, совершенно точно. Хорошо, давайте смотреть дальше. Давайте смотреть дальше. Черный турмалин, камень колдуна. Кто выбрал камень колдуна? А? Хотите исчезнуть? Вы знаете, этот камень издревле считался магическим. С помощью него колдуны могли в любой момент и раствориться в воздухе. Он перемещает, говорят, в пространстве. И у всех колдунов раньше, у большинства черных колдунов, был такой талисман, черный турмалин, потому что он чернее ночи и не пропускает ни одного луча солнечного света и не отражает его. Ну, так говорят. Вот. Это самый черный и поглощающий камень из всех. И, соответственно, колдуны могли сделать свои черные дела, их преследуют, и они так и исчезли. Вот именно с помощью этого камня.
Представляете, у него такая магическая структура, да, такое свойство. Так, ваша личная жизнь в настоящий момент. Ух ты, 10 кубков. Смотрите, сколько здесь замечательных свечей. Шкура. Тепло, хорошо, приятно. Тихая такая спокойная обстановка, да. Может быть, кто-то где-то тут отдыхает. Эта карта явно показывает, что в вашей личной жизни, ну, есть, допустим, может быть, семья, серьезные отношения, брак. Ну, почему нет? Вы же можете спросить, кто хотел бы на вас жениться, да? Это же не возбраняется. Кто женился бы на вас с удовольствием, не будь у вас мужа? Почему нет? Но это карта серьезных отношений, брака. Человека, который живет в семье, у которого, возможно, есть дети. И все стабильно, все очень стабильно. Да, отношения по этой карте могут переходить в совершенно дружеские, в рутинные даже какие-то, бытовые. Но карта, она показывает множество свечей, теплых, огонь, да, вот эта радость, когда ты находишься дома и в безопасности. Соответственно, вы чувствуете себя в тех отношениях, в которых вы находитесь, явно в безопасности. Вы чувствуете себя в своей зоне комфорта хорошо. И сказать, что вот вы страдаете в браке, невозможно. Я не говорю, что у вас там много ярких эмоций, да, в этом браке, но и страданий я здесь не вижу. Поэтому вы скорее имеете некоторое праздное любопытство. А кто бы на мне женился? Да? Такой, ну, интересный же вопрос. Я вот тоже хочу это знать, да? Может, тоже после расклада возьму себе и погадаю. Ну, конечно, это себе вообще стараюсь не раскладывать, потому что это плохо. Себе не гадайте никогда, это плохо. Можно про себя узнавать, кто я. Или вот спросить, кто хочет на мне жениться, потому что мне это не важно, да? Кто я, какие у меня есть психологические блоки, в каком состоянии чакры, какие у меня есть негативные программы, позитивные программы. Но про будущее не спрашивайте никогда. Про отношения не спрашивайте, про здоровье тем более. Потому что ну, не устроено так. Гадать нужно кому-то. Понимаете? Самопознание через Таро, психология тоже нормально. Но только про будущее заходит речь, не спрашивайте. Хорошо, давайте узнаем тогда, кто хочет на вас жениться-то, раз у вас есть тут, в принципе, вроде как серьезные отношения. Кто хочет на вас жениться? Так. Тройка жезлов. Стоит мужчина спиной, смотрит вдаль. Этот человек, который мог бы на вас жениться и хотел бы этого, находится, возможно, на расстоянии от вас. И отвернулся, спиной стоит, потому что вы не совсем знаете о его чувствах. А может, и совсем не знаете. Может быть, чуть-чуть догадываетесь, но не более того. Человек хороший, с предпринимательской какой-то жилкой небольшой, дальновидный, интересный, общительный, разносторонний такой, прям много чего знает. И умный, я считаю так, может интересоваться дальними странами, путешествиями, но также торговлей. И ну, он в вас влюблен, это совершенно точно, однако он к вам стоит спиной, вы для него как бы закрыты сейчас. Вы, может, даже, я говорю, на расстоянии от него находитесь, где-то далеко. Интересно, давайте несколько карт добавим про него, про этого человека. Шестерка кубков. Возможно, в прошлом вы были в отношениях с этим человеком, и у него много воспоминаний о вас совершенно точно. Вы его, может, тоже периодически вспоминаете, но он о вас постоянно вспоминает. И именно как было, в принципе-то, хорошо. И у вас не страсть как, а вот такое общение было душевное такое, знаете, дружеское, душевное. Может, у вас даже не отношения были, а дружба, да, или как вели себя как брат с сестрой, например. То есть не обязательно даже, что это была любовь. Но могли быть и отношения, но какие-то вот более трепетные, нежные, не знаю, приятные какие-то
Семерка мечей. Ну, этот человек много скрывает от вас. И даже если общается с вами, то он нечестен с вами. Он не выражает свои чувства. И более того, он из-под тишка постоянно за вами следит. Регулярно. То есть у него даже перерывов, скорее всего, нет. Вот в этой слежке. Он каждый день где-то за вами смотрит. Каждый божий день. Девятка кубков. Человек остался одиноким. Он не находится в паре. У него нет отношений. Отношения есть у вас, скорее всего, но не у него. Или он не чувствует себя в отношениях. А еще этот человек мог поселиться, да, в какой-то своей зоне комфорта где-то на расстоянии от вас. И стать менее подвижным, чем он был раньше. Вот так. Он разносторонний, интересный человек, с ним интересно поговорить. Он много, может быть, и стремится, даже и хочет путешествовать, и даже путешествовал, может быть, там, да, и много чем интересуется, и все. Но сейчас у него период в жизни довольно пассивный. Он отвернулся, он вспоминает прошлое, он следит за вами, и он пассивный. Вот такой именно человек хочет на вас жениться. Я думаю, что вы чуть-чуть можете догадываться или иметь несколько вариантов. Но точно, чтобы раз и он вам об этом прямо говорит, я не думаю. Ну, такая позиция номер 2. А мы идем дальше. Кто хочет на вас жениться? Кто был бы совершенненько не против, да? Наш дымчатый кварц. Интересный камень. Давайте смотреть. Первая карта. Это в каком состоянии у вас сейчас-то личная жизнь? Что там происходит? Колесо фортуны. Ну ничего себе. У вас сейчас в жизни, в личной, в любви кардинальная перемена идет. Может быть, вы куда-то переезжаете с семьей. Может быть, вы влюбились в человека на расстоянии от вас. Может быть, просто сейчас решается ваша судьба по поводу личной жизни. И именно идет какой-то переворот, смена обстановки, да? Смена настроения. Смена может быть даже иногда партнеров, но чаще всего настроением. Иногда это встреча даже со своей собственной судьбой, да? С человеком по судьбе, там, со второй половинкой. Ну вот что-то у вас меняется, вот прям такое неожиданное происходит, как будто бы, или витает в воздухе просто пока перемена, но вы не знаете, что, когда и где поменяется, да. А может, вы встретили вот кого-то, к кому у вас прям сильное влечение, вы понимаете, что это кармические отношения, и вы уже встречались в прошлых жизнях. То есть может быть такое по этой карте вполне, что-то необычное такое, интересное. Причиной этому может быть любовный роман, который написан в книге, да. Хорошо. Кто хочет на вас жениться? Дорогое колесо. О, это карлик. Шучу. Шучу. Паш Пентаклей. Вы знаете, Тирион, о котором сейчас идет речь, это не простой тип, я вам скажу. Совершенно непростой. Даже то, что он маленького роста, ни о чем не говорит. Он очень харизматичный человек. Вы знаете, это может быть человек с не очень-то, с невзрачной внешностью, да? Но такому палец в рот не клади. Он его откусит. Это острый на язык, очень умный, совершенно неординарный человек, который обладает дикой харизмой. Неважно, какая внешность у него, какой стиль одежды или что. Он сражает сразу всех женщин наповал, когда заходит куда бы то ни было. Где есть женщины? Понимаете? Он умеет флиртовать. Он умеет посмотреть так, что до дрожи пробирает. Он силен в постели. Он любит женщин. Он страстный мужчина. Страстный, он любит, чтобы вот много у него было женщин. Он много, скорее всего, заводил романов. И, понимаете, он невероятно привлекательный. В его поле женщины, они просто тают. Вот есть такие мужики. Мужики флиртуны и бабники. Но я не говорю ведь, что он
совсем гулящий, да. Если он влюбился, если он хочет быть с вами, он будет и не будет изменять. Просто вся проблема в том, что если у него чувства, да, к женщине, настоящее чувство, а у него к вам есть. Но он такой вот прям любовник сладострастный. И, конечно, страсть, вот это сексуальное влечение к вам ему не чужды, да. Он вообще готов, может быть, не вылезать из постели. Вот такой человек. Знаете, люблю золото, женщины, вино. Вот этот персонаж из сериала именно такой. Но его любят все. И это любимый герой сериала у многих. А все почему? Не потому, что он невзрачный, там, некрасивый или еще что-то, а потому что у него действительно есть личность внутри. И такой человек может даже и выслушать, и что-то посоветовать. Такой недюжинный ум вызывает восхищение, да? Хорошо, давайте немножечко развернем. Интересный человек. Ага, 6 жезлов. Ну, конечно уж, проигрывать-то он не привык. Солнце, да, он привык всегда быть в центре внимания, конечно. Такой тип рыцарь Пентаклей. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Ага, леди Бриена. Смотрите, рыцарь Пентаклей не факт, что характеризует самого по себе вашего Тириона. Эта карта может здесь показывать, что у него есть кто-то приближенный или друг женского пола, с кем он делится, часто общается, часто вместе гуляет, может быть, приглашает в гости, но это просто друг. Женщина-друг. И этот мужчина, он действительно вот такой прям интересный, да? Он в вас влюблен, он готов на вас жениться, он хотел бы. Но вот когда у мужчины есть женщина-друг, это, конечно, коварная ситуация. Ох, какая коварная. Вроде как, с одной стороны, вы, может быть, и готовы с ней тоже дружить. Но готова ли она с вами дружить? Вот в чем вопрос. В общем, ситуация ваша чуть-чуть с подвохом. Вот капельку. Сижу, говорю об этом, а сама очень хитро улыбаюсь. Потому что вы попали. У вас такой мужик, вот вы попали прям. Ну, такая 3-я позиция. Давайте идем дальше. Позиции номер 4. Кто этот счастливчик? Кто готов на вас жениться? Аметист. Давайте смотреть. И первая карта – это ваша личная жизнь на сегодняшний день. Королева Пентаклей. У вас может быть муж, семья, дети, а может быть просто семья, дети. Королева Пентаклей может легко выполнять функцию как просто женщины, у которой есть семья и без мужа, почему бы и нет. И также чаще всего она, конечно, замужем, она глава семьи, она все обихаживает в доме, от нее все зависят, она всем готовит, стирает, убирает. Тут же ходит на работу, тут же всех выслушивает. Я не знаю, когда вы успели обзавестись человеком, который хочет на вас жениться, скажите мне, если у вас столько дел, да еще и муж, наверное, есть. И если мужа нет, вот я говорю, вы просто за кого-то отвечаете. Вы домашний человек, у которого есть хозяйство или коллектив на работе, да, за который вы тоже горой стоите. Вы понимаете, королева Пентаклей, вы даже можете быть, в принципе, вот в таком среднем возрасте, да. Но женщина, которая привыкла жить стабильно, стоять твердо ногами на земле, как бы это нормально. Но редко такая женщина тусуется, ищет себе партнеров, да. И вот кто этот счастливый обладатель? Кто готов жениться? Давайте посмотрим. Я еще раз повторю, что можно даже смотреть, даже если вы замужем, да? 10 пентаклей. О, смешно. Смешно. Первый вариант – это ваш же собственный муж. Он готов на вас снова жениться. Тогда юмористическая ситуация выходит, потому что, мол, если бы повернулось время вспять, и у меня был бы выбор, я сделал бы это снова.
Классный мужик, молодец. Понимаете? Молодец. Хорошо. И второй вариант. В точно таком же положении человек находится, как вы. Аналогично. У него может быть, допустим, не быть жены, но есть семья, дети, за кого он отвечает, также за коллектив на работе, да. Есть о ком заботиться, и есть кого кормить, кому приносить заработную плату или свои доходы. И также это может быть абсолютно женатый человек. Вот знаете, прям с ног до головы весь женатый и семейный. Но он хотел бы и готов на вас жениться, если бы, ну, допустим, развелся, а вы тоже развелись, да? Или, ну, если вы не замужем, он бы тогда развелся, и вы бы его подождали, и он бы женился на вас. Он был бы абсолютно не против. Абсолютно. Давайте дополнять. Так. Туз кубков. Этот человек вас безумно любит. Безумно. Вот прям, знаете, вот он прям, ух ты, моя прелесть. Там, я просто не знаю, думаю о тебе сутками. Вся любовь, все чувства через край считают эту любовь священной. Просто обожает. Вот обожаю тебя. Всю тебя обцеловал. Любовь, хотела сказать, Луна. Луна показывает, значит, что этот человек может скрывать свои чувства, общаться с вами тайно от всех, если вы общаетесь, да. Если не общаетесь, то он скрывает свою любовь и под луной ночью мечтает о вас, думает о вас и не может остановиться. Если это ваш собственный муж, который снова бы на вас женился с удовольствием, обожает вас, любит, то Луна здесь показывает, что человек действительно мечтает что-то возродить в ваших отношениях. У него есть от вас любовная зависимость. Ну, то есть он по вам до сих пор сходит с ума, понимаете? До сих пор. Но вот бывает такое. Ждет какой-то ответной реакции или возрождения страсти в отношениях, сексуальной страсти. Интересно. Так, и следующая карта. Вот же он. Ну вот я таки знала. Есть королева Пентакли, а есть король. А есть ведь король. Ну, это мужчина, вот этот, возможно, земного знака. Ну, не обязательно. Не обязательно. Просто крепко стоящий на ногах, там, семейный, женатый, или просто вот у него есть там за кого отвечать в жизни, кого кормить, как я говорила выше. Кто любит стабильность, особенно финансовую, кто любит свое имущество, ни за что так просто им не будет разбрасываться, да. Ну и просто уважающий себя полноценный человек. Вы знаете, он сосредоточен действительно на серьезных отношениях. И если он даже женатый, он из одних серьезных отношений готов перейти с вами в другие. Понимаете? То есть его как-то не интересуют ни хихоньки, хахоньки, ни бары, бабы, ни просто секс. Ничего этого. Ему нужна нормальная семья с любимым человеком. Все. Понимаете? И, соответственно, вот такой мужчина готов на вас жениться. Даже если второй раз. Даже если второй раз. Ну, либо просто вот такой женатик готов жениться на вас и перейти с вами в брак. Вот такая 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, оставляйте комментарии. Всем пока и до новых встреч. Обнимашки.